Приветствую всех любителей пневматического оружия. Сегодня у нас разговор пойдет о боеприпасах для пневматики. Уже середина октября и нужно готовиться к Новому году. Поэтому я решил себе сделать подарок. Prepaid gift, предоплаченный подарок. Сам оплатил, сам получил. Вот пришла такая коробочка из Германии. В ней, как вы догадываетесь, пули для пневматического оружия. А конкретно для ПЦП винтовки в калибре 6,35. У меня крикет карабин 6,35. Кто еще сделает подарок, если не сам себе? Поэтому я не стал дожидаться Нового года. Выбрал пульки на немецком сайте и заказал себе. Так, что это у нас? Invoice. Печать даже paid стоит, оплачено. Это понятное дело, без оплаты я бы не получил коробочку весом 8 килограмм. Так, а это что? Это я не заказывал. Но я так понимаю, бонус за количественное заказанное. Много заказывал пулек, поэтому получил, видимо, бонус. Хорошо, отпишусь продавцу, что все, спасибо, получил. Интересные такие картонки. Не как обычные листики, которые продаются в магазинах. Я, правда, не покупал ни разу. Я так понимаю, это специальный размер для этих самых, как их называется, пулеулавливателей. Туда вставляется. У меня как бы его нету, но степлером прикреплю куда-нибудь и можно пострелять на точность. Я думаю, здесь сотня какая, может больше даже. Приятно. Чтоб не болталось. Так, что у нас тут по порядку? Это у нас чехи. Известные всем. У меня как бы они есть. Ну пусть будут. Еще немножко заказал. Цена достаточно хорошая. Так, это у нас шведы. Так, еще чехи. Тоже чехи. Но остальное все немцы. Сейчас выну и немножко засортируем. Так, коробка нам не надо. Я, в принципе, заказывал по одной коробочке, но некоторые заказал по несколько, уже как бы по отзывам люди довольны, и я решил. Так, ну что, начнем. Что у нас тут? Это у нас шлак HP. Так, сейчас я попозже чуть объясню, что это вообще такое, с чем его едят. Это у нас гризли. Да. Так. Какао. Итак. Ну, GSB матч от чехов все прекрасно знают. Очень качественные пульки, летают хорошо. Ну, это легкие, 1,64,5. Ну и тяжелые, 2,2 грамма.
лучше будет видно. Тяжелые, но хорошо поражать дичь. Подранков меньше, убойная сила, соответственно, больше. Легкие лучше летают. То есть больше скорость и меньше падают по баллистической кривой. Вот этих у меня не было. Впервые заказал. Попробуем, что это такое. Тоже от GSB. Экспансивные. Ну, вот видите, в начале на головке прорези пули валанчиковые, но экспансивные. Пуля Дум-Дум, так еще называют у нас в мире военных. 1,7,2 грамма. Ну, достаточно тяжелый, в принципе. 300 штук в коробочке. Так, отсвечивает. Вот так, наверное, будет лучше. Посмотрим, как они летают, и сравним с экспансивными пулями от немца. H&N Handler and Natterman. Ну, расшифровка как бы. Очень известная немецкая фирма. Основана еще, в принципе, в позапрошлом веке, в 1845 году. Столько лет-то прошло. Но в 1950 году, в принципе, тоже немало прошло лет, начал выпускать пульки для пневматики. Ну вот еще GSB. Тоже не видел таких еще пуль, решил попробовать. Так, что у меня там со светом-то? Плюмбом фри, бессвинцовые. Оловянный сплав. Пули легкие, 1,07 грамма. То есть, в принципе, на больших скоростях будут летать. Там больше 300 метров, я думаю. У меня и так там скорость пули в пределах 285-290 метров в секунду обычные летают. Это, я думаю, будет приближаться даже к скорости звука. Ну, посмотрим, как они будут по точности. Маловато, правда, их тут 150 штучек. Ну, как есть, еще дозакажу. Шведы. Шведы. Обычно они, в принципе, идут в комплектах со шведскими винтовками. Ну, не в комплекте, но как бы предлагают докупить. FX, если кто знает, FX. У меня был FX Independence с ручной накачкой, там такой рычажок. Тоже в 6,35 калибр. Но мне как-то не понравилось. И насос этот вечно подкачивает там, и чем больше подкачаешь, там 5-7 качков, 10 можно качков сделать, тем как бы лучше вроде пулька летит. И скорость незначительно там отличалась. И я все-таки решил переделать ее, заказал ресивер, там мастеру все поставили. Да, стало лучше, но все равно. Вот, с насосом этим вообще точности, можно сказать, не было. Разлет был конкретный. Об охоте можно было вообще забыть. С ресивером, более-менее, но все равно что-то не то. Хотелось, получше. И как-то вот мастер, в принципе, мне и посоветовал обратить внимание на крикет. Там дал человека, кто поставляет винтовки, связался, приехал, поговорил, и заказал карабин. Люблю в нормальном размере винтовки. Купил, пострелял. Вот эта вещь, да, все, сразу об FX забыл. Сейчас лежит и пылится, думаю, надо будет распродать по запчастям. Там ресивер отдельно продать, может, кому-то будет интересно.
ствольную коробку и так далее. Так, вот шведские пульки. Пулька интересно выглядит. Такая у нее в конце буквально там, не знаю, миллиметр, может полтора. Не знаю, увидите вы на камере, такая юбочка расширенная. Буквально в самом конце. Потом поближе, я когда буду делать обзор, сделаю максимально близко, увидите. Не как обычный валанчик, вот юбка так постепенно расширяется. А у этого буквально в самом конце только юбочка. Пули тяжелые, 2,2 грамма. Так же, как и чехи, 2,2 грамма. Так, что у нас тут дальше? Решил я заказать вот такие пробивные с наконечником еще от немцев. От Handler Nattermann. Пулька достаточно тяжелая, 1,75 грамма. Для винтовок, у которых больше 25 джоулей. Вот что мне нравится, немцы-педанты, они на коробочке выносят все данные. Ну, само собой, изображение пульки, там название этой пульки золотистым символом. Не знаю, видите там на камере. Для чего? Для охоты конкретно, вот символ охотника. Потом изображение вороны, то есть по стрелушке, по воронам, например, по птицам. Ну или как вредителям, ну и кто как говорит. Так, что еще у нас тут? Ну, грамма само собой 1,75 грамм. И в гранах тоже 27 гранов. Еще вот интересное обозначение нигде нету, вот только вот у этой фирмы. У них есть вот такие символы в виде рисок. Precision и Distance. Precision 3 риски. И Distance 3 риски. Чем больше рисок, тем лучше. Precision это точность, разброс. То есть, ну, средний разброс 3 риски, как бы. 5 это максималка, то есть более точные 5. Ну и дистанция тоже 3 риски на среднюю дистанцию. Что конкретно одна риска обозначает, я вам не могу сказать. Как-то я эту информацию смотрел тут года 2 назад, когда сайт еще был доступен. Сейчас, кстати, этот сайт производителя недоступен. Почему, непонятно. Даже не знаю, когда он выключился. Не знаю, по каким причинам. И поэтому информации не могу дать. Может быть, попозже, когда этот сайт будет доступен, я найду информацию, и я напишу в описании, что это обозначает. Вот эти риски, ну, конкретно, например, одна риска, что обозначает. Сейчас можно только сказать, что, ну, как бы, 3 риски это, ну, средние показатели. Ну, чуть больше среднего. Кстати, вот тут барракуда есть. Тоже в такой же коробочке, большая коробочка, толстенькая. Тоже тяжелые пульки 1,78. Вот у них 5 рисок. Что на точности, что на дальности. Тоже 25 джоулей указано. Ну, мощность винтовки желательно выше 25 джоулей, чтобы была. У меня, кстати, 90. Это уже экспансивные пули Дум-Дум. При попадании в цель, конкретно в тело, будет раскрываться в виде цветка. Вот в начале в головке у нее отверстие такое круглое. Оно сплющивается и получаем цветок. Цветок смерти еще так. Пуля Дум-Дум. Так, что еще у нас тут? Field Target Trophy. Вот такие валанчики. Пулька достаточно легкая, 1,3 грамма. Ну, тоже для винтовок от 25 джоулей. Посмотрим, как они будут летать. Что еще тут у нас было такого?
Ну тоже с наконечником, ну, как и вот это. Здесь наконечник свинцовый, так же как и пулька выполнена. А здесь, я так понимаю, латуневый. Коробочка, правда, поменьше уже. В этой у нас 200 штук свинцовый. А в этой 150. Блин, маловато, однако. И пулька уже 1,43 грамма. А в свинцовой 1,75. Ну, полегче, да. Посмотрим, как они будут летать. Считается, в принципе, пробивными пулями. Вот с этими острыми наконечниками. Ну, поражающая способность тоже будет хорошая. Так, наравне как бы и с пулями дум-дум, ну, с экспансионами. Так. Ну и вот несколько коробочек я заказал Гризли. Все знают, я думаю, Гризли объяснять не надо. Экспансивная пуля. По отзывам летает очень хорошо, что на дальность, что по точности. Хорошо летят, мало отклоняется от траектории. И точность у них тоже, разброс маленький. Тяжелые пули 2,02 грамма. Вот несколько коробочек заказал. Ну и 5 коробочек. Можно подумать, что в принципе они одинаковые, потому что, ну, сверху везде одна и та же надпись. Шлак HP. Блин, что это значит, даже трудно сказать, хоть я английским так более-менее владею. Ну, 120 штук в коробочке, винтовка от 40 джоулей. Что тут еще? Больше тут ничего и не написано. 6,35 калибр, понятное дело. На обратной стороне, в принципе, нужно смотреть. На обратной стороне, ну, обычные наклеечки такие, ну, типа штрих-кодов. Тут у нас указан, ну да, 25 калибр, 120 штук. И граны указаны. 30 гранов, 0,30 гранов, вернее, 0,32 грана, 0,34 грана, 0,28 грана и 0,36 грана, самые тяжелые. 0,36 грана это примерно 2,5 грамма, потому что, вот, скажем, пуля Чехов 2,2 грамма, у них 33,95, ну, скажем, 34 грана, а это 34, ну да, 34 грана, а это 36 грана. То есть тяжелее. Так, еще у них отличие, вот у всех коробочек, ну, не только что по весу, ну, они отличаются, они еще отличаются по диаметру. Попозже, когда я буду делать конкретный обзор по каждой пуле, у меня электронный штангенциркуль циркуль, мы померяем, и я покажу, что у них размер другой, не 6,35, а там 6,36, 6,37. В таком плане, то есть на 1/100 отличается больше. У продавца, у которого я покупал, все это дело на сайте обозначено. Вот почему производитель на наклейке это не написал, непонятно. Надо будет просто с сайта продавца взять данные и как бы на наклейке уже ручкой написать диаметр пульки. Так, еще что я хотел очень важное вам сказать. Вы не обольщайтесь, что вам все эти пули тоже пойдут для ваших винтовок. Для ваших винтовок однозначно пойдут. Вот, типа вот таких пулек.
воланчиковые. Это пойдут для всех винтовок. Это пульки полнотелые. Они не для всех винтовок пойдут. Пойдут только для винтовок, у которых нет чока. Ну, в принципе, можно стрелять щековыми винтовками, но нежелательно. Во-первых, они будут тормозиться во время прохода чока. Во-вторых, очень большая будет освинцовка в районе чока стволов, потому что будет обдираться. Ну, пуля будет тяжело, сами понимаете, проходить через сужение, через щек, и будет обдираться. У меня чока нету. У меня винтовка, произведенная в первый год, когда она начала производиться, Cricket карабин 6.35. И тогда производитель ставил 3 ствола на винтовке. Свои чешские стволы были бесщековые. И от Лотера Вальтера железные без щека и из нержавейки тоже без щека. Ну, вроде как еще и были тоже щеком от Лотера Вальтера, но... Блин, не могу точно сказать. Ну, вроде как были, судя по самому форуму от Калибр Гана. Ну, так вот, когда я заказывал свой Cricket карабин, я еще спрашивал у этого поставщика, что хотелось бы, чтобы ствол был Лотер Вальтер. Но он говорит, ну, тут как повезет. Мы приезжаем на завод, просто платим деньги, и вот нам показывают, вот, ящики с оружием, как говорится, ваши, забирайте. Ну и приехал карабин. Один, кстати, потому что все в основном бульпапы заказывают, а я вот, блин, карабин. На тот момент карабинов в моей стране, когда вот заказал, было всего 3 штуки. И я как бы 3-й заказывал. Сейчас не знаю, сколько их. Сейчас уже и 9-го калибра есть. Ну так вот, пришел карабин. Я отдавал мастеру на полировку ствола, и он сказал, что стволик бесщековый. И это очень хорошо. Можно стрелять полнотелками. Так что, если у вас ствол бесщековый, то вы можете и как воланчиками стрелять, так и полнотелами. Если у вас чоковый ствол, то только воланчики. Это грустно, но как есть. А полнотелки, у них баллистический коэффициент больше, они летят точнее. Ну, правда, баллистическая кривая более кривая, быстрее падают. Ну, чисто из-за веса, они тяжелее. Но вот по точности они лучше, чем воланчики. Ну вот, как бы небольшой обзор по посылке. Вот, господа, так выглядит все, что было в посылке по пулькам. То есть мишеньки как бонус, чешские GSB в больших коробках, ну и вот маленькая справа внизу бессвинцовые пульки. Ну, в пластиковых коробках шведские пули. Ну, остальные от известного немецкого производителя H&N. Ну что, господа, на этой доброй ноте я как бы и хотел закончить наше видео по небольшой посылке, которую я получил. В планах сделать видео конкретно по каждой пуле. То есть вы увидите размеры пули, которые я покажу с помощью электронного штангенциркуля. То есть ее высоту, диаметр головки, диаметр юбки и так далее. Вес пульки будет снят, взвешен на аптекарских весах.
Причем несколько пулек, ну, это будет сделано, чтобы понять качество пулек. А то бывает, ну, no name, ну, как бы пульки без названия, скажем, непонятных производителей. Одна пулька может быть, ну, я так грубо говорю, 1,7 грамма, вторая 1,8, третья 1,6 грамма. Ну и также самые размеры пульт тоже разнятся прилично. Если еще и промыть пульку, ну, некоторые промывают пульки, получим кучу мусора. Ну так вот, еще как бы пульки пройдут проверку отстрелом через хронограф. Мы посмотрим скорость пули, ее мощность, ну относительно, конечно, моей винтовки. У вас винтовки другие, мощность и скорость пули будут другие, но относительно моей винтовки. Потом отстреляем по мишеням на разных дистанциях, там, ну, возьмем кратное 25, 25 метров, 50, 75, 100 метров. И увидим разброс и падение пули на этих дистанциях. Падение пули по баллистической кривой. Посмотрим, как работает баллистический калькулятор. Правильно ли он высчитывает траекторию пули, ну, поправки в смысле, при точном попадании. Покажу я баллистический коэффициент конкретно по пулям. И на основании вот этих всех видео, тут их будет много, то есть одно видео будет конкретно по одной пуле. На основании этих видео вы выберете для себя что-то более интересное и закажете для своей винтовки. Хотя, в принципе, надо тоже все равно будет пробовать. Но уже будет от чего, в принципе, отталкиваться. Мне, в принципе, нужно 2 пульки. Я вот такой целью задался, что купил такой ассортимент, чтобы выбрать из них 2. Мне 2 задачи мне нужно выполнить. Чтобы пуля летела максимально далеко, ну как максимально далеко, в пределах разумного, конечно. Охотничья дистанция для пневматики это 70-80 метров. Ну, бывает и дальше. Сейчас, скажем, на утку пойти. Утка, в принципе, может и на 10, и на 15 метров подпустить. Но вот глубоко осенью утки уже наученные, как бы напуганные, они при виде человека уже не подплывают, чтобы их покормили, а наоборот отплывают, там прячутся в камыши, либо улетают и держат дистанцию. Косули, те они всегда были такие настороже. К ним тяжело подойти, они быстро учуют, услышат, вернее. На близкую дистанцию сложно подойти. Гуси тоже кормятся на полях, там 100-200 штук могут откормиться. И несколько штук стражников стоят, не хавают ничего. И все высматривают и выслушивают вокруг любой шорох и движение. Чуть что, и стая взлетела. То есть подойти близко сложно, и нужно работать с приличных расстояний. Вот, поэтому цель выбрать дальнобой, ну и чтобы она меньше отклонялась от цели, была точна. Это одна цель. Ну, это обычную, например, ну, скажем, валанчиковую пулю. И тоже с такой же целью, чтобы летела как можно дальше и была точна, экспансивная пуля меня интересует. Ну, может быть, и немножко будут как бы подпункты. Скажем, пуля летит далеко, но у нее более-менее там, разброс такой средненький. И либо есть пули, которые недалеко летят, в смысле у них баллистическая кривая достаточно крутая, то есть быстро падают, ну, это за счет веса, скажем, тяжелой пули. Зато они точны. То есть на маленьких дистанциях, там в районе 30 метров,
ну, 50 метров. Они очень точны. Вот, скажем, вот такие тоже меня будут интересовать пули. То есть, можно сказать, будут 4 пули. Дальнобой и с минимальным, ну, дальнобой, да, скажем. И те, которые очень точны на короткие расстояния. Как валанчиковые, и так же, как и пуля Дум-Дум экспансивные. Вот, 4 пули. Я выберу, и после этого буду покупать только их. Так что придется вам потерпеть, посмотреть все видео, весь обзор по всем этим пулям. И в конце будет, скажем так, генеральное награждение победителей пуль. Кстати, это еще не все пули. Я заказывал вот у продавца из Германии. Некоторые были недоступны. Ну, не было, скажем так, на складе. Когда они появятся на складе, я дозакажу. Продавец довольно активный такой. Я у него как-то заказывал года 2 назад. Чехов. У него он практически ежедневно ездит за пулями на склады. Фу, не на склады. Он практически ежедневно ездит на заводы за пулями. И потом, естественно, отправляет. Но отправляет много, судя по всему, потому что довольно известный продавец. И я так понимаю, у него штат небольшой, если, возможно, только он, а может быть еще 2 человека. Тут, может быть, сайт обслуживает и отвечает на письма. Кстати, на письма отвечала там женщина. Там Ольга, как-то фамилию не помню. Кстати, в этой самой, в инвойсе есть. Ольга Кимла. Вот она, в принципе, отвечала в переписке на имейлы. У нее нормальный, хороший английский. Обычно немцы английским не владеют. Вот, бывая в Германии, я с трудом находил в магазине какого-нибудь менеджера, который может пообщаться на английском и что-то объяснить там по товару. В основном только немецкий. И также вот покупаешь там что-то на eBay у немца, пишешь ему на английском, бывает даже ответа нету, а если отвечает, то тоже на немецком. Поэтому уже через Google перевожу на немецкий и пишу ему. Естественно, там бывает Google тоже некорректно переводит. Я не знаю, там бывает обхохочешься, как он переводит, что делать, как есть. Вот как бы немцы английским не особо. Но вот они владеют. Судя по всему, потому что продажи идут по всему миру, и хочешь не хочешь, менеджер по общению с покупателями должен владеть несколькими языками, по крайней мере, хотя бы английским. Так что приятное впечатление создалось об этом продавце. Ссылка будет в описании. Если что, заказывайте. Если этого ничего не имею, но добро могу сделать. Проблем нет. Заказывайте. Если вам понравится, буду только рад. Так, что еще я хотел сказать? Да, наверное, все. Осталось немножко дождаться видеообзора по конкретным пулям. Мне, в принципе, нужно найти участок, на котором будет производиться тестирование. Но мне нужна дистанция 100 метров. Желательно, конечно, чтобы она была в более-менее защищенном месте. Не только в плане безопасности, чтобы никого не подстрелить, там какого-нибудь грибника или еще кого-то ползающего где-то в лесах. И чтобы поменьше было внешних воздействий, того же ветра, например. Потому что пули как бы новые, я к ним не привык, я не знаю, как она себя ведет. Плюс еще наложится ветер, и получим какую-то фигню. Вот не хотелось бы. То есть нужен какой-то овражек, в котором можно пострелять безветренно. Либо ждать безветрия.
В общем, все. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить видеообзор конкретным пулям. Если понравилось, палец вверх, не понравилось, вниз. No problem, не обижать. Все. Всем удачи, увидимся. В этом году еще. Хоть и подарок новогодний.